Здравствуйте, я Николай Голяпин. С 1999 года я работаю юристом в Казахстане, имею действующий статус юридического консультанта и специализируюсь на регистрации фирм. В этом видео я расскажу вам о том, что такое ТО, в связи с чем иностранцы со всего мира ежедневно обращаются за их созданием в Казахстане, и о том, как иностранцам создать ТО и зарегистрировать его, не приезжая в Казахстан. Давайте с вами разберемся, что такое ТО. В Казахстане товариществом с ограниченной ответственностью является учрежденное одним или несколькими участниками товарищество, чей уставный капитал разделен на доли, размер которых определен учредительными документами. Учредителями товарищества в Казахстане могут быть как физические лица, так и юридические. Это могут быть как граждане или резиденты Казахстана, так и физические лица иностранцы, так и иностранные юридические лица. Почему иностранцы ежедневно обращаются за регистрацией ТО в Казахстане? Ну, во-первых, в соответствии с законом ТО является самостоятельным хозяйствующим субъектом и не отвечает по долгам учредителя. А учредитель, в свою очередь, отвечает по долгам ТО только в пределах той суммы, которую он внес в уставный капитал в качестве своей доли. Другими словами, если в ходе работы в Казахстане что-то вдруг пошло не так, как вы планировали, с вас не смогут спросить денег больше, чем вы уже внесли в уставный капитал. Долги ТО так и останутся долгами ТО, а к учредителю по долгам ТО ни у кого никаких вопросов не возникнет. Второе. В Казахстане уставный капитал минимальный равен 100 тенге. Это вот такая монетка. Ее номинал равен примерно 20 центам. Уставный капитал может быть сформирован в течение 1 года. Может быть сформирован деньгами, может быть сформирован имуществом, может быть сформирован правом на имущество. К примеру, правом аренды вот этого компьютера. Третье. Уставный капитал может быть разделен на части. Количество частей не ограничено. Количество учредителей может быть любым. Важно знать, что в Казахстане иностранец может являться единственным учредителем ТО и единственным директором в одном лице. Четвертое. В Казахстане нет требований к директору. Директором может быть любое физическое лицо, которое достигло 18 лет, при этом его гражданство не имеет никакого значения. Пятое. В Казахстане нет требований к юридическому адресу. Регистрирующий орган при регистрации ТО не имеет права требовать документа, подтверждающего юридический адрес. Это означает, что ТО можно зарегистрировать абсолютно на любой адрес. Это может быть адрес квартиры ваших знакомых. Это может быть любое офисное здание или помещение, производственная база, дача или даже гараж. Шестое. Скорость регистрации. ТО в Казахстане можно зарегистрировать за 1 день, если его учредителем являются резиденты Казахстана, или за 2-4 дня примерно, если учредителем являются иностранцы. Седьмое. Простота регистрации. Для регистрации ТО иностранцу нет необходимости переезжать в Казахстан. Мы абсолютно все действия выполним вместо вас по доверенности. Собственно, поэтому ТО и является наиболее привлекательной формой организации бизнеса в Казахстане. По статистике, Казахстан занимает 9-ю площадь в мире. От его восточно-западных границ больше, чем 3000 километров. Географически Казахстан расположен в самом центре Азии, имеет 2 часовых пояса и населен 17-18 миллионами человек, ну это примерно как вот в одной Москве. При всем при этом, по состоянию на январь месяц 2021 года в Казахстане зарегистрировано 22 тысячи иностранных компаний. Из них примерно треть, то есть около 7500, это компании с российским участием. Затем идут турецких компаний, которых в Казахстане около 2500, и замыкают тройку лидера китайские компании, которых в Казахстане около 1400. Иностранцы в Казахстане активно зарабатывают на торговле, на разведке добычи полезных ископаемых, на проектировании, строительстве и не только. Для ТО с иностранным участием в Казахстане доступны абсолютно все тендеры и госзакупки Казахстана. Абсолютно любое ТО с иностранным участием может стать поставщиком по тендерам и зарабатывать на этом. Мы с вами разобрались, что такое ТО и почему ТО так нравится иностранцам. Давайте теперь разберемся, как это самое ТО зарегистрировать. Как же происходит регистрация ТО в Казахстане? Процедура выполняется последовательно в 3 этапа. Сначала будущим учредителям необходимо оформить казахстанские налоговые номера. Это индивидуальный идентификационный номер для физического лица или бизнес-идентификационный номер для юридического лица. Эти номера служат для идентификации человека или компании в государственных базах данных. Затем учредителям оформляются цифровые подписи. Цифровая подпись оформляется и физическому лицу, и юридическому лицу. ЭЦП в Казахстане – это аналог собственноручной подписи, который проставляется на электронных документах. С помощью ЭЦП можно взаимодействовать с любым государственным органом Казахстана, не выезжая, например, с Мальдив или там, с того же Таганрога. На последнем этапе разрабатываются учредительные документы. Это решение о создании, это устав на 2 языках, это приказ о назначении директора. Далее в регистрирующий орган подается заявление о государственной регистрации товарищества. Ну и, собственно, все. По времени весь процесс занимает 3-4 дня с момента получения ваших документов. Все делается без вашего участия.
Это особенно важно, учитывая то, что в мире сейчас свирепствует пандемия. Мы все знаем заоблачную стоимость авиабилетов, мы все знаем сложности пересечения сухопутных границ, поэтому, естественно, как вопрос, как зарегистрировать ТО без приезда в Казахстан, он является немаловажным. Повторюсь, ТО регистрируется буквально в несколько шагов. На первом этапе с нами необходимо оформить договор, собрать все необходимые документы и подготовить доверенности. Свяжитесь с нами, как вам удобно, и мы отправим вам список необходимого и образцы доверенностей. На втором шаге предоставьте нам сведения для регистрации ТО. К сведениям относятся наименование ТО. Лучше выбрать 2-3 варианта на случай, если выбранный вариант окажется занятым. Второе, вид деятельности. Вид деятельности нужно указать единственный, основной, потому что по казахстанским законам виды деятельности в уставе не нужны. И вот основной вид деятельности нам нужен для того, чтобы при регистрации вашей компании могли присвоить какой-то УКЭТ. Дальше нужно определиться с размером уставного капитала. Повторюсь, минимальный размер уставного капитала 100 тенге, то есть 20 центов. Верхний предел уставного капитала законодательством не ограничен, может быть любой. Дальше нужны сведения о юридическом адресе. Повторюсь, документально подтверждать юридический адрес не нужно. Госорган в Казахстане при регистрации не вправе требовать подтверждающего документа, поэтому можете назвать просто действительно адрес, где вы будете находиться. На следующем шаге нужно собрать все эти документы и отправить их нам в Казахстан любой удобной вам курьерской службой. В Казахстане мы ваши документы встретим. В Казахстане мы получим идентификационные номера, бизнес-номер для юридического лица, индивидуальный идентификационный номер для физлица. Дальше в Казахстане мы разработаем учредительные документы. Устав будет разработан на 2 языках. Приказ на директора будет разработан тоже на 2 языках. Дальше мы в Казахстане подадим заявление о госрегистрации ТО, дальше мы зарегистрируем ваше предприятие, дальше мы изготовим для вашего предприятия печать, дальше мы сделаем банковский счет, дальше мы выпустим цифровую подпись для удаленной работы с ТОшкой, для взаимодействия с государственными органами, для взаимодействия с контрагентами, для взаимодействия с поставщиками. Собственно, все. Все эти действия мы выполним для вас в любом городе Казахстана. Получив ваши документы, мы всего за 3 или 4 дня подготовим полный комплект документов для регистрации ТО, проведем саму регистрацию и выдадим вам полный набор инструментов для удаленной регистрации. Это банковский счет, это цифровая подпись для созданной компании. Почему нам можно доверять? Да ровно потому, что почему нам доверяют все остальные иностранцы, которые к нам обращаются. Уже 22 года мы помогаем иностранцам в Казахстане. Нам доверяют такие компании, как украинская Опекс Энергосистемы, российский гигант Магнитогорский металлургический комбинат, федеральные торговые сети Твое и Светофор, американская компания АЕС, государственные китайские компании и сотни частных заказчиков со всего мира. Мы являемся действующими юридическими консультантами и состоим в профессиональных объединениях юридических консультантов. Наша профессиональная ответственность застрахована. По казахстанским законам страховка покрывает риск неисполнения нами обязательств или исполнения обязательств не в полном объеме, или даже риск разглашения персональных данных. Наши специалисты являются пораженными профессионалами. Мы можем найти выход практически из любой ситуации, решить практически любой вопрос и зарегистрировать вам компанию в Казахстане. На нашу работу мы оформляем договор. Мы не требуем уплаты 100% оплаты и работаем по схеме 50 на 50. Нам можно заплатить на счета в России, в Казахстане, нам можно платить в рублях, в тенге, в долларах США. Мы принимаем деньги в том числе платежными переводами в Western Union. Если у вас есть еще какой-то способ, как вы можете нам заплатить, пожалуйста, можете предложить, мы рассмотрим его. Смотрите, вы высылаете нам документы, мы оперативно за 3-4 дня готовим все необходимое для регистрации, регистрируем компанию, изготавливаем вам полный набор инструментов для удаленной работы и отправляем это вам. Напишите нам в форме на сайте, напишите нам в WhatsApp, в Viber, напишите нам в Telegram, напишите нам на электронную почту, свяжитесь с нами любым удобным вами способом. Мы проконсультируем вас по интересующим вопросам, мы зарегистрируем вам ТО в Казахстане. Если у вас остались вопросы, можете задавать их в комментариях к этому видео.